Октябрь медленно, но верно приближается к концу, а это означает, что все медиапространство постепенно приближается к одному большому празднику, именуемому как Хэллоуин, и футбол здесь исключением не стало. Точно так же, как и в прошлом году, Konami выкатывает отдельную кампанию, посвященную этому событию. Об этом и не только сегодня и предлагаю поговорить. Устраивайтесь поудобнее, в комментариях, как и всегда, делитесь своим мнением и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Как по мне, одно из самых интересных изменений по сравнению с прошлогодней кампанией заключается в раздаваемых карточках. Точно так же, как и в прошлом году, на Хэллоуин нам раздают по 3 бесплатные карточки. В прошлом году Хэллоуин был посвящен игрокам Баварии, в этом году лондонскому Арсеналу, но с некоторыми изменениями. Если в прошлом году у футболистов были их оригинальные проставленные позиции, то в этом году у Кая Хаверца, Жоржиньо и Габриэла Жезуса совсем рандомные позиции. Таким образом, Кай Хаверц представлен в качестве флангового защитника со стилем атакующий защитник, Жоржиньо в качестве центрального нападающего и Габриэль Жезус на позиции правого нападающего. Точно не знаю, чем обусловлен подобный выбор позиции, потому что если с Хаверсом и Жоржиньо получились рандомные позиции, то, например, Габриэл Жезус, не сказать, что прям далеко ушел от своей основной позиции, потому что он как бы центральный, и при возможности, я думаю, он также смог бы сыграть и на фланге, чего не скажешь про Хаверса и Жоржиньо. Некоторым подобная концепция не понравилась, но лично я в ней ничего такого не вижу, учитывая общую тематику Хэллоуина, поэтому почему бы и нет. Но по сути мы получили невнятные карточки в плане дизайна, крайне статичный, крайне скучный, с простыми стоящими PNG-шками и такой же скучный статичный фон у этих карточек. Ну и очевидно далеко не самые сильные цифры на представленных позициях. Конечно, можно было бы сделать не самый высокий общий рейтинг, но какой-то конкретный скилл, важный для этой позиции, можно было бы сделать и повыше. Например, Жоржиньо умение атаковать, но по факту оно у него очень маленькое, и я даже не знаю, что он из себя будет представлять в нападении с этими цифрами. Ну а Кай Хаверс, в принципе, смотрится плюс-минус неплохо на фланге, но недостаточно скорости, поэтому тоже спорный вопрос. Точно так же, как и в прошлом году, в игре стали доступны платные наборы, а именно наборы с формами, которые стоят по 300 золотых монет. Один из них посвящен Хэллоуину, а другой мексиканскому празднику Дню Мертвых. Это что-то вроде их местного Хэллоуина. Как я упоминал ранее, два комплекта можно приобрести по отдельности за 300 золотых монет, или же 600 монет в общей сложности. В рамках кампании появились новые цели, благодаря которым можно заработать лишние поинты, а также 100 золотых монет и аватарки для собственного профиля. Также в рамках новой хэллоуинской кампании появились некоторые ивенты, например, London Clubs, ивент, посвященный непосредственно лондонским командам, Тоттенхэму, Арсеналу, Вестхэму и так далее. Ну и самое главное, то, что мы ожидали еще в начале этого месяца, но по сути получили только под конец. Это премиум пак партнерской команды. Почему-то Konami выкатили только один набор, учитывая, что в прошлом году таких наборов было несколько, по одному на каждую партнерскую команду. Там Барселона, Милан, Интер, Бавария и так далее. В этом же году пока что только Арсенал. Возможно, эта ситуация изменится в ближайшие недели. То есть там через неделю еще одна команда, через неделю еще одна и так по накатанной. Но уверенности в этом нет, поэтому пока что уверенно об этом говорить не приходится. Касаемо же нового пака Арсенала, то в принципе выглядит крайне спорно. Наверняка, если вы в этой игре уже больше полугода, то скорее всего представленные игроки так или иначе у вас уже имеются в составах, из той же команды недели, из тех же бесплатных раздач, и максимум из представленных игроков вам понадобится один или двое. Поэтому небольшим таким преимуществом данного пака, наверное, можно назвать тот факт, что появился первый главный тренер, у которого присутствует двойной буст. Если двойные бусты у футболистов появились еще в начале eFootball 2025, то тренеры с двойным бустом появились по сути только сейчас, именно у Микеля Артеты. По сравнению с прошлогодним паком Артете изменили основной стиль. Если в прошлом году это было владение мячом, то в этом году это длинная контратака. Ну и опять же двойной буст, который увеличивает дополнительный скилл на 1 пункт. И оценивается все это добро в
1500 золотых монет. Не знаю, мне кажется, летние паки по национальным сборным выглядели куда более привлекательнее за такую же сумму. Особенно учитывая, что 1500 золотых монет стоили именно премиальные паки с Аргентиной и с Францией, где присутствовали бигтаймовские карточки, в то время как все остальные подобные паки с главными тренерами и с полным набором игроков стоили по 900 золотых монет. Поэтому насколько очевидна подобная трата монет, насколько она целесообразная, ну решать уже вам, друзья. Вот такая вот у нас получается кампания в честь Хэллоуина. Также я забыл упомянуть про какой-то секрет от Konami за вход в игру, который будет раздаваться с 30 октября по 1 ноября. Но очевидно, на момент записи этого ролика никак не проверить, что это такое. Поэтому, чтобы не пропустить информацию об этом секретике, подписывайтесь на наши соцсети, группу ВКонтакте и телеграм-канал. Как только станет известно, что же это за такой презент в честь входа в игру, обязательно опубликуем там, поэтому не пропустите. Также поддерживайте это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком. В комментариях делитесь своим мнением. На сегодня же у меня все. Желаю вам всем приятной игры, поменьше гандикапа и удачного улова в паках. До скорых встреч!